Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 июня. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день по народному календарю, что нельзя делать в этот день, а также дадим определенные важные советы, как правильно провести этот день. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 11 июня, мы отмечаем и родительскую субботу перед Троицей. Очень важный день, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понимать и знать, как и что нужно сделать. Итак, друзья, в народном календаре 11 июня носит название Феодосия Колосяница. А вот православная церковь в этот день вспоминает мучениц Феодосий, Феодосию Тирскую и Феодосию Константинопольскую, которые жили в разные эпохи. Феодосия Тирская пострадала за веру в 307 году в период гонения на христиан при императоре Диоклетиане. Ее пытались утопить в море и отдать на съедение диким зверям, но в конце концов отрубили голову. Феодосия Константинопольская родилась около 700 года и тоже была подвергнута мучениям за активную веру. В 843 году, после окончательной победы над иконоборством, святую прославили в лике преподобных мучениц. По народным приметам, 11 июня в день Феодосии колосится рожь. В этот день ходили в поле посмотреть всходы. Если заколосились хлеба, то молодежь отправлялась в поле величать рожь. Девушки водили хороводы и пели песни в этот день. Также на Феодосию Колосяницу начинали высаживать бобы и сеять гречиху. В некоторых местах в давнее время этот день, к сожалению, считался самым несчастным днем в году. Про него еще говорили, что он один стоит всех понедельников. А вот сон с 10 на 11 июня наши предки считали, что он вещий и сбудется достаточно скоро. Особенно это касается тех, кто родился именно 11 июня. В день Феодосии Колосяницы категорически нельзя делать предложение руки и сердца, свататься и играть свадьбы. А связан этот запрет с тем, что 11 июня считается неудачной для этого датой. Кто не верил и сам проверил, то тут всю жизнь оставались в несчастливом браке с постоянными ссорами, скандалами, выяснениями отношений и даже денежными трудностями. Говорят, что даже при большом желании расторгнуть брак люди тоже не могли. 11 июня не стоит отправляться в длительные поездки, потому что они не заладятся, а в пути вас будут поджидать различные неприятности и, возможно, даже проблемы со здоровьем. Детям в день Феодосии Колосяницы запрещено было кататься на качелях, прыгать и бегать по земле. Поэтому 11 июня родители в прежние времена строго следили за этим. Также 11 июня наши предки знали и говорили о том, что не стоит начинать новые дела, иначе могут возникнуть финансовые сложности, также возможны потери деловых партнеров, ссоры с компаньонами и, возможны, даже неприятности в личной жизни. Нельзя в этот день было грустить, было такое поверье, что от сегодняшнего дня зависит будущее. Если его провести на позитиве, с радостью, то и дальше все будет хорошо в жизни. Запрещается ссориться и собирать рассыпавшуюся соль, не потопавшись по ней босыми ногами. Правда, это еще не все. После этого соль обязательно нужно было подмести и вынести подальше от дома. Выходя сегодня из дома, ни в коем случае не смотрите на солнце. Лучше оглянитесь по сторонам. В противном случае у смотрящего может начаться помутнение рассудка.
До сих пор, правда, непонятно, почему люди считали, что на солнце нельзя смотреть, но в народе старались соблюдать данную народную примету. Говорили, что если посмотреть на небесное светило, то может произойти помутнение рассудка и могут начаться проблемы с дыханием. В этот день, 11 июня, нельзя расчесываться расческами, на которых есть уже волосы, пусть даже и ваши собственные. В противном случае шевелюра начнет болеть и редеть. В целом, 11 июня нужно постараться провести этот день весело и беззаботно. Считается, что тогда и ближайшее будущее будет удачным. В этот день и не стоит охотиться, а вот рыбалка по народным приметам не запрещена. Улов обещает быть крупным. А вот детям не рекомендуется бегать и прыгать на улице. Наши предки были уверены в том, что потревоженная земля может наслать на ребенка какую-то болезнь. Люди, которые родились 11 июня, исполнены силы противостоять злу. Говорится так в народном календаре. А вообще этот день, 11 июня, еще и благоприятен для сбора различных трав. Говорят, что Феодосия была поклонницей трав. Она делала с них целебные отвары, которые потом поила людей, которые приходили к ней. Феодосия при жизни никогда не отказывала людям, которые к ней приходили и обращались за помощью. Она всегда угощала странников целебными отварами, которые были заговорены на изгнание всех болезней. Также обращаем ваше внимание, что на эту субботу, 11 июня, выпадает Троицкая Вселенская Родительская суббота. И она предверяет собой вхождение в Петров пост, который начнется у нас 20 июня. И 11 июня, друзья, это особый день поминовения усопших родных и близких. И называют это так, потому что отмечает его накануне праздника Святой Троицы или Пятидесятницы. Вы знаете, раньше в родительскую субботу наши предки старались не ходить в лес и на водоемы, особенно в одиночку. Они не купались, ничего не стирали в реке и ни в коем случае не мочили в воде ноги. А также не беспокоили в этот день землю, поэтому любые огородные работы лучше отложить в этот день. Если срывали ветви березы, то завязывали взамен ленточку в знак благодарности. Также в старину считалось, что на Троицкую родительскую субботу стоит посадить семейное дерево. В наши дни можно посадить в горшок цветок вроде фикуса, потому что именно это дерево и символизирует родовое дерево. А вот землю с кладбища для этих целей категорически запрещается использовать. Друзья, вот такой у нас с вами день, 11 июня. Как вы видите, нужно много чего успеть сделать. И кроме того, еще нужно обязательно подготовиться к Троице, к Светлой Троице, к великому празднику. Также обращаем ваше внимание, что 12 у нас с вами Святая Троица, а 13 июня, это у нас в понедельник, мы с вами будем отмечать также великий праздник Духов день, о которых мы с вами поговорим уже в другом видео. Поэтому обязательно обратите внимание на эти важные моменты и используйте в своей жизни, чтобы не привлечь никакие беды, ни неприятности, проблемы. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в Троицкую родительскую субботу есть также определенные запреты, о которых мы говорили, друзья, в видео, которое у нас вышло буквально пару часов назад. Поэтому обязательно просмотрите это видео и используйте информацию себе во благо. Друзья, это были у нас народные приметы на 11 июня, ну а далее у нас с вами лунный календарь на 11 июня. По лунному календарю, друзья, у нас с вами ожидают 12-е лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что именно 11 июня у нас с вами наступил тихий и спокойный день. В то же время это день победы мудрости над чувствами и нашим умом. Это и день успокоения и величия духа, день уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Молитвы этого дня
вероятнее всего, бывают услышаны. В этот день не будет энергетических всплесков, вспышек негатива и проявлений темных сил. Однако и буйству фантазии, агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места. Это абсолютно гармоничный во всех отношениях день, который приносит в наши души умиротворение. Обращаем ваше внимание, что именно в этот день вам нужно немножко поразмышлять и попытаться найти озарение в божественной истине. Откровение может прийти даже тем, кто считал себя глухим по отношению к космической энергии. Помните о том, что именно 11 июня она найдет любого, кто позаботится о своем духовном самосовершенствовании. Но если кто-то будет пренебрегать этим советом, будет продолжать думать и заботиться только о своем материальном благополучии, позабыв о своем «я», то в самом скором времени все его честолюбивые планы могут просто рухнуть. Ведь истощенная и измученная душа не сможет поддержать даже самое сильное тело в трудные минуты. Также сегодня, 11 июня, хоть и выходной день, но все же не допускайте сегодня спешки, торопливости и суеты, потому что это только вам навредит. Пусть все идет так, как идет, до поры, до времени. Старайтесь не вмешиваться в ход событий, это просто ни к чему. Что же касательно стрижки волос, то, подстригая волосы сегодня, вы рискуете нарушить порядок жизни, что может повлечь за собой изменение судьбы, к сожалению, не в лучшую сторону. Если вы сегодня посетите парикмахера и пострижетесь в этот день, то рискуете не только испортить стрижку, но и получить травму в ближайший месяц. Несмотря на все вышесказанное, этот день все-таки хорошо подходит для посещения салона красоты. Кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят вашим волосам, что поможет им выглядеть хорошо. Исключение составят лишь те, чьи волосы от природы сухие и тонкие. Оздоровительные процедуры – это отличный выбор для сегодняшнего дня. Волосы смогут получить нужные витамины и жизненные силы, что будут способствовать их улучшению. А вот окраска натуральными красителями привлечет денежные средства. Также постарайтесь придумать в этот день что-нибудь оригинальное на своей голове. Такая прическа решит проблемы в делах и в любви. Также обращаем ваше внимание, что 11 июня не время жаловаться, плакать и жалеть себя. Есть вероятность застрять в этом состоянии надолго. Плохой знак – это разбитая посуда и пролитая жидкость. Считается, что это знак страдания и одиночества. Поэтому постарайтесь принять и прожить это состояние, и оно обязательно пройдет. Вот, друзья, у нас с вами был такой день, 11 июня, по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами услышимся уже, друзья, в следующем видео.